Я хочу поддержать также мнение уважаемых депутатов о том, что Интерпол является важным средством борьбы с терроризмом, но хотелось бы исключить такой важный механизм всемирной борьбы с преступностью, как элемент борьбы с инакомыслием и элемент борьбы для преследования с политических мотивов. Это тот аргумент, который позволяет говорить о том, что данная организация, особенно в части политических акцентов, должна быть реформирована или принят особый механизм, который позволял бы проверять те запросы, особенно стран, где все-таки уровень демократии является невысоким, те запросы, которые поступают на предоставление статуса международного розыска. Это очень важно, потому что сейчас говорить? Вот возникает логический вопрос, за что я или люди, которых также преследовал Интерпол, 3 месяца или 10 месяцев или 2 года сидели в тюрьме, когда против нас уголовные дела уже не существуют, но мы в тюрьме отсидели. Возникает вопрос, за что мы отсидели и какая роль в этом Интерпола. Естественно, роль статиста. Они исполняли волю страны, которая подавала документы на розыск. Но надо было и проверять, что, собственно, хочет страна от человека, которого она на определенном этапе разыскивала. Отношения Украины или отношения России – это типичные проблемы. Мы даже говорим о том, что в Украине сменилась власть, в Украине состоялась новая революция, но даже если меня обвиняли в нарушении законодательства по украинским меркам на 4,5 миллиона гривен, это где-то на 500 тысяч евро, то сейчас есть люди, которых обвиняют в злоупотреблениях на 100 миллиардов долларов, и их Интерпол не ищет. То есть типичный случай, когда Интерпол как элемент насилия использует для достижения тех или иных целей или как элемент договорных отношений между отдельными группами, как внутри отдельных стран, так и на международном уровне. Это достаточно непростая проблема, взирая на то, что современный уровень экономических отношений между отдельными странами и уровень интеграции очень большой, и все-таки экономические интересы между странами переплетаются, в том числе иногда экономические прерогативы давлеют над экономическими, над политическими мотивациями, и в большинстве случаев они берут верх между собой. Поэтому я думаю, что как на уровне Европейского парламента, так и на уровне отдельных стран нужно принимать какие-то усилия для защиты прав, прежде всего прав человека, его возможности защищать свои права, и естественно, что Интерпол как элемент такого уровня должен быть реформирован. Хотелось бы также поблагодарить еще раз депутатов отдельных стран за их усилия в реформировании. Хотелось бы их попросить для того, чтобы в Украине все-таки поднимался уровень демократизации страны, в ближайшее время ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в своих странах. Поэтому еще и Португалия и Испания не ратифицировали такое соглашение. И мы надеемся, что все-таки шаг за шагом мы будем приводить наше законодательство к тем нормам и стандартам, которые существуют и в Европейском Союзе, и в отдельных странах. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Богдан, за вашу речь. Вы рассказали о собственном опыте, и это особенно ценно. Это как раз наша ключевая тема сегодняшняя — реформа Интерпола. И необходимо реформирование механизма Интерпола, потому что уже существовал негативный опыт, когда совершались ошибки. Прежде чем мы услышим следующего докладчика Еджея Черепа, давайте послушаем еще одного человека, который на себе испытал злоупотребление Интерполом. Это Александр Павлов. Это жертва механизма, международного механизма, который не сработал, как он должен работать. Его преследует Казахстан. Он был
провел в тюрьме в Испании 1,5 года. Пожалуйста, вам слово, Александр. Также огромное спасибо хочу сказать всем журналистам, депутатам и всем людям, которые участвовали в защите моей, которые не позволили похитить Казахстан у меня. Огромное спасибо Изабель, Хосе, спасибо вам огромное, открытому диалогу. Я очень счастлив оказаться на свободе. Поднятая тема здесь чрезвычайно важна для меня. Я, как гражданин Республики Казахстан, личный который испытал на себе действие механизмов Интерпола, хочу поделиться и остановиться на том, что как президент Назарбаев лично использует межгосударственные механизмы для преследования своих политических и личных врагов. На стране все решает президент Республики Казахстан и его ставленники. Поэтому в суде отсутствуют справедливые суды, политическая оппозиция, независимая пресса. А больше всего Назарбаев боится потерять свою собственную власть. И поэтому, как это произошло вот с киргизскими и украинскими его коллегами, поэтому он преследует всех своих политических оппонентов и все, кто претендует на его кресло, и даже просто кто публично выступает против него. Люди, ставшие его открытыми оппонентами, незамедлительно обвиняются в уголовных преступлениях. Если удается возможность им покинуть страну, то через механизмы Интерпола они объявляются в международный розыск. В этом списке первым стоит Мухтар Аблязов, с которым я проработал долгие годы. Я также был сотрудником полиции, служил в подразделении специального назначения Республики Казахстан, Министерства внутренних дел. Мухтара Аблязова знаю с 1995 года, с 2002 года я сработал как руководитель его личной безопасности. Я очень хорошо помню годы 2001-2002, когда Мухтар Аблязов совместно с главой администрации Павлодарской области Галымжаном Жакияновым принялись за работу по созданию общественно-политического движения «Демократический выбор Казахстана». В тот момент за нами активно велось наблюдение с спецслужбами Казахстана. В день мы замечали до 5-6 автомобилей, следовавших за нами, то есть наружное наблюдение велось непрестанно. И в день ареста Мухтара Аблязова я находился с ним, его забрали на допрос и больше уже не выпустили. Позже на Аблязова Жакиянова завели уголовные дела, причем эти дела были связаны не по политическим мотивам, обвинялись не по политическим мотивам, а якобы именно так в Казахстане действует в отношении всех политических оппонентов. Дела возбуждаются по экономическим статьям или так называемые злоупотребления служебным положением. Это принципиально важный момент, поскольку механизм Интерпола не предполагает изучение дела по существу и оценивает его с точки зрения обоснованности, не оценивает его обоснованности и законности. Хотя в случае, когда запросы подают такие страны, как Казахстан с авторитарным режимом, я считаю, что это необходимо и чрезвычайно важно. Например, если взять мой случай, то уголовное дело, которое завели на меня в 2010 году, я находился в тот момент в Лондоне, в то время я посещал Казахстан, но уголовное дело на меня уже было в тот момент, но в Интерпол, заявку в Интерпол на меня подали в 2012 году. Я считаю, что и думаю, что то дело на меня завели на всякий случай, как это делается с многими другими людьми, которые связаны с Мухтаром Аблязовым.